Да, у нас гости, и горжусь, что не просто там какой-то знакомый там человек, который когда-то в Израиле побывал, а самый настоящий раввин из Израиля, Йосиф Херсонский, у нас на связи из, если не ошибаюсь, Тель-Авива. Правильно, Йосиф? Всем шалом из Тель-Авива, все верно. Мало того, что Кудрин и другие товарищи, но было несколько часов, когда работой штабов Навального Леонид Волков управлял прямо из нашего домика в Сароне, из нашей синагоги, из нашего коворкинга в синагоге. А что касается Моргенштерна, то правда, Алишер последний шаббат встречал вместе с нами, и вместе мы пили вино, и делали кидуш, как это О, принято. эксклюзив, эксклюзив. У нас У нас человек, есть эксклюзив, пьющий да. вино с Моргенштерном. Да. Йосиф, Вы позвольте. никто об этом не знает, вы первые приберег для вас. Супер, спасибо. У нас первый вопрос. Вот мы минуты ранее показали кадры с протестов в поддержку войны, в которой проходили в Тель-Авиве, и антивоенные акции. Какие вообще настроения? Потому что Израиль, там традиционно много русскоязычного населения, выходцев из постсоветского пространства. Какие вообще там настроения царят? Что говорят о происходящей уже 46 дней страшной войны? Какие обсуждения, что говорят на улицах Тель-Авива об этом всем? Смотрите, у нас страна свободная, поэтому говорят разное. Есть, конечно, такие отбитые, которые даже поддерживают позицию России, и такое тоже в свободной стране возможно. Им позволяют в рамках закона проводить свои митинги, они очень маргинальные, малочисленные. Из смешного там вы встретите людей со флагами бело-желто-черными. Мы русские, с нами Бог, потому что, в общем, в свободной стране есть разные мнения, и в еврейском государстве есть далеко не только евреи. Но понятное дело, что любой здравомыслящий человек, он, понятно, на каких позициях. Он выходит в поддержку Навального, когда его травят, он выходит в поддержку Украины, когда Россия нападает. И я даже осмелюсь предположить, что люди не столько выходят за Навального и за Украину, сколько они выходят за цвет, справедливость и добро, потому что когда в мире происходят ужасные вещи, ты не можешь не высказать свою позицию, иначе ты присоединился ко всем остальным молчаливо. А нет у вас, нет у вас в Израиле, как-то странно звучит, но тем не менее, нет ли у вас в Израиле какой-то культуры, не знаю, отмены или какого-то бойкота для человека, Порицания. который, да, порицания человека, который, ну, слушайте, ну поддерживает, ничего себе, войну на Украине, может, его не пускают там куда-то или избегают его в обществе. Такого нет? Осуждаю. Мода на культуру кэнселинга и отмены есть сегодня в нашем мире, вне зависимости от территорий. Да, конечно. Конечно, порядочные люди, когда видят человека, который высказывается преступно, то, наверное, в их глазах он становится нерукопожатным. Тем не менее, Израиль – это исходно исторически страна-убежище, так сказать, страна, которая не ради этого или не только ради этого возникала и создавалась, но очевидно, что важным драйвером был Холокост, когда евреев уничтожали по факту принадлежности к еврейскому народу, и тогда, когда создали государство, это стало одной из ценностей и основ государства. Мы принимаем всегда всех своих, особенно когда им угрожает, когда им светит угроза. Это государство Израиль унаследовало из иудаизма, хотя важно отметить, что Израиль и иудаизм – это две большие разницы или четыре маленькие, как говорят в Одессе. Это вообще не одно и то же. Государство Израиль – это светское государство с элементами религии. И религии, сильно отличающиеся от православия, ну так, чтобы был дисклеймер. Но так или иначе, в иудаизме есть такое правило. Если ты еврей, даже когда ты отошел от народа, отошел от традиции, отошел от правил Бога, от заповедей и так далее, в тот момент, когда ты искренне захочешь вернуться, мы тебя принимаем. И в этом духе создано государство Израиль, и поэтому мы сегодня видим в Израиле людей, которые, даже тех людей, скажу, которые никогда в жизни и не подумывали связывать себя ни с еврейским народом, ни с государством Израиль, но если по закону государства они имеют право на возвращение, то мы их принимаем, мы их спасаем, и пока это не станет преступлением, мы будем закрывать глаза на то, что эти люди говорили и делали в прошлом. Гражданство Израиля получить легко человеку, который попадает под закон о возвращении, то есть у человека есть до 4-го поколения еврей в предках или еврейка. И государство Израиль
гражданство государства Израиль получить сложно или практически невозможно человеку, у которого нет еврейских корней. И еврей, который является преступником, это повод не дать ему гражданство или аннулировать это гражданство, если он сокрыл свои преступления. Это могут быть не самые ужасные преступления, но достаточно сокрыть уголовное преступление в прошлом для того, чтобы можно было отменить гражданство. Иосиф, российская власть, вот это вторжение на территорию Украины, она обосновала такой борьбой с нацизмом. Нам постоянно рассказывают, что вот там у власти нацисты, нацисты, нацисты. При этом сторона Украины часто подчеркивает, что, посмотрите, у нас половину правительства люди еврейского происхождения. Президент открыто заявляет о том, что он еврей. Вот в Израиле вот эту риторику, якобы антинацистскую Путину, как-то особенно обсуждали. Вот этот вот предлог для начала войны, он кажется каким-то кощунственным или никого не удивляет заявление российских властей? Смотрите, в Израиле, опять же, поскольку свободная страна, обсуждают чуть больше, чем все. Даже то, что может показаться, а что тут обсуждать. Вот, например, эта ситуация. Ну что тут обсуждать? Нацисты в Украине, а еще Навальный сам себя отравил, а еще с белыми ленточками выходят бандерлоги, а еще, ну тут можно, к сожалению, продолжать очень долго. Понятно, что у здравомыслящего человека это вызывает даже не усмешку. То есть пока это были просто заявления, люди мейнстрима здравого смысла и не будучи мерзавцами, они крутят у виска. Когда это начинает сопровождаться дискриминациями и попытками убийства, это начинает зажигать много красных лампочек. Когда начинается прямо война, но дальше ты можешь вообще-то говорить все, что угодно. Мы не впервые в истории видим такую ситуацию. И еврейский народ, наверное, славится, заслуженно или нет, но, по крайней мере, славится хорошей исторической памятью. Мы помним, как нас, евреев, называли людьми, которые будут уничтожать этот мир, и поэтому нужно их как тараканов травить и так далее. Понятное дело, что когда такие заявления сопровождаются массовыми убийствами и нападения на невиновных, то на мирных граждан и вообще на страну, которая на тебя не нападала, кроме твоей пропаганды, вот только там она нападает, то понятное дело, что люди сами себе подписывают приговор, и люди, которые выступают даже нейтрально, типа «мы за мир и против нацизма», были люди, которые не просто «мы за мир» говорили, а еще находили уместным сказать «да, нацизм это плохо», то либо ты идиот и нашел подходящее время поговорить о том, что нацизм это плохо, либо ты преступник вместе с ними, и, в общем, ты занял позицию и вырыл себе могилу. Йосиф, а такой еще вопрос, понимаю, что не совсем, наверное, к Равину, но тем не менее, как человеку знающему, многие страны присоединились к санкциям против России после начала войны. Про Израиль я такой информации, может быть, не слышал, или не знаю, или ее нет. Вот как на самом деле, и возможно ли это, учитывая огромные связи между Россией и Израилем многолетние? Смотрите, совершенно справедливо отмечено, что я не специалист и не компетентен в этой области. Здесь лучше говорить с политологом или с юристом. Но если вы попробуете загуглить, вы с трудом найдете, чтобы Израиль когда-либо присоединялся к каким-либо санкциям. Нужно отметить, что при том, что в государстве Израиль, конечно, пиар и маркетинг поставлены неплохо, по крайней мере, точно лучше, чем внутренний менеджмент. И мы славим как страна хай-тека и как страна суперсильной армии, технологичной и так далее. Израиль, в общем-то, это маленькая страна, значительно более зависимая, чем навязывающая свою повестку кому-либо. И когда Израиль присоединяется или взвешивает вопрос присоединения к каким-то санкциям, здесь есть несколько резонных вопросов. А кто нас зовет? Это раз. Кому поможет наше присоединение к санкциям? И вообще, честно говоря, конечно, как любое государство,
Израиль преследует в первую очередь свои интересы. Мы можем увидеть ситуацию, когда были наложены санкции на Иран, и Израиль активно присоединялся, и даже больше, чем присоединялся к санкциям. Но здесь понятно, это государство, которое заявляет о том, что их мечта – это уничтожить наше государство. Здесь как бы вопрос не санкций, а вопрос войны. Были в свое время санкции против ЮАР, Южноафриканской республики, когда там процветал апартеид. И здесь Израиль спокойнейшим образом не присоединялся к санкциям, потому что понимал, что в этой ситуации мы ничего изменить к лучшему не сможем, а потерять можем, потому что когда ты слабое государство, лишний раз ты заявил о себе, и лишний раз сказали: ага, у вас там тоже апартеид, вы же арабов несчастных притесняете. Есть такой тренд навязать, это такой газлайтинг, что ли, навязать повестку, что Израиль устраивает апартеид палестинцам, что, конечно же, не соответствует реальности. В данной ситуации, я думаю, что, на мой некомпетентный взгляд, Израиль оказался впервые в ситуации, когда он выглядит сильной страной, более сильной, чем по каким-то критериям, чем та страна, которая подвергается агрессии. При этом важно учитывать, что для Израиля, как еврейского все же государства, важным фактором будет не только присутствие российских войск вот тут через дорогу в Сирии, но еще и вся еврейская община, которая, по сути, находится в заложниках в России. И если пропаганда смогла перепрофилировать мозги россиян против украинцев, по сути, братского народа, то представьте себе, сколько минут пропаганды нужно для того, чтобы повернуть всю историю в сторону евреев, сравнить с Израилем. Если они могут украинцев называть нацистами, а в Буче говорить, что это все инсценировано мировой закулисой, то представьте, сколько минут или секунд даже займет перестроить всю эту историю против евреев, и поэтому у Израиля есть дополнительная система сдержек во вмешательстве в эту историю. Поэтому понятно, что Израиль занимает активную позицию в вопросах гуманитарной помощи. Понятно, что Израиль старается занять активную позицию и выступить переговорщиками для того, чтобы отстаивать и свои, и другие интересы. Но вопрос оценки, что мы изменим к лучшему и что мы потеряем, вот здесь вот я повторюсь, я не знаю, я некомпетентен. Мне кажется, что израильское правительство достаточно компетентно и ответственно в этих вопросах, и еженедельные, постоянные митинги и высказывания в публичном поле, в новых медиа, в социальных сетях, в мессенджерах не дают никакому израильскому политику забыть, что считает народ. А народ, очевидно, вот когда вы показывали кадры с пророссийской акции, там было 5 машин в кадре с флагами, это, конечно, больно, но трезво говоря, там 5 машин, 10. А когда выходят митинги в поддержку Навального или в поддержку Украины, они собирают сотни, тысячи, десятки тысяч человек, и народ таким образом четко дает понять политикам, своим избранникам, на чьей стороне наши взгляды. Спасибо вам большое. Спасибо, Иосиф Херсонский, что были с нами в эфире. Спасибо вам, что поучаствовали. Это было прекрасно.